Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске я вам покажу, как делать волосковую технику. Но у нас много выпусков посвящено волосковой технике. Сегодня он немножко необычный. И не только для вас, но и для меня. Я буду пробовать делать волосковую технику с помощью семерок. То есть здесь не единичка иголочка, а 7 игл, называется 7 U-flat. То есть иголочки распределены в форме буквы U. Вот таким образом. Почему они так распределены? Чтобы мы входили в кожу очень легко. То есть если бы они просто были одинаково, мы бы цапали кожу, потому что немножечко мы входим вот так под наклоном в кожу. Слышала от мастеров не раз, что семерочкой прорисовываются волоски как можно быстрее, они получаются очень тонкие и очень похожи на микроблейдинг, ведь при микроблейдинге тоже несколько игл. Единственное отличие в том, что здесь все-таки аппаратная методика, и точно так же получается по заживлению, как и единичкой. Просто не нужно так долго топтаться на одном месте, потому что игл 7, а не одна, и гораздо быстрее ложится пигмент. У меня картридж компании Matrix Pro, заточка LT 0,25 диаметр. Заряжаю машинку, и пигмент я уже подготовила. Работаю, как вы знаете, я на пигментах Hanafi Colors и использовала номер 3 за основу, полный колпачок налила и добавила капельку оранжевого, потому что, как мы знаем, опять же, волоски линии наносятся чуть плотнее, чем пудровая растушевка, тем самым они заживают чуть прохладнее. Это всегда нужно учитывать при выборе пигмента. Я выставляю нужный мне вольтаж, так как я работаю на короткоходной машинке, мне достаточно вольтажа 5,6. А машинка у меня Белар. Заряжаем иголочку и приступаем к процедуре. Здесь уже не нужно ничего подгибать, потому что иголка не одна. Тут уже никак не подогнешь ее. Вылет иглы у меня на Беларе минимальный, где-то 1,2 мм. Я выставляю иголочку и начинаю фиксировать скелетные волоски. Так как иголочки здесь выстроены в ряд, мне обязательно нужно обращать внимание на то, чтобы иголка стояла ровно. То есть я не могу ее вот так повернуть, иначе у меня получится вообще толстый неровный волосок. Вот такая особенность есть в работе с флетами. Я примахиваюсь и такими же движениями, не выходя из кожи, я прорисовываю волосок. Обязательно натягиваю кожу. Сейчас остановим машинку, посмотрим, как у нас фиксируется линия. Аккуратненько, обязательно нужно себя проверять. Вот мы видим тоненькую наметку, но я вижу, что не такая она яркая, потому что кожа плотная, а я все же, работая новой иглой, еще боюсь нажимать сильнее, поэтому лучше обвести, чем заглубить. Это золотое правило. Я продолжаю фиксировать главный волос, при этом натягивая кожу и раздвигая волоски, чтобы они мне не мешались. Немножко непривычно мне работать с семеркой. Тоже есть основные особенности и отличия. Но все-таки дело практики, как везде. Также я подтираю волосок, смотрю остаток. Если у меня получилась слишком слабенькая линия, я ее сразу восполняю, еще раз обвожу. Только поэтому и нужно проверять каждую линию, чтобы не потерять эскиз.
Я сделала первый проходик, наношу анестезию, перехожу к фиксации второй бровки. У нас подействовала анестезия, и все волосочки прекрасно видны. Нам нужно их обвести, довести до идеала, сделать второй проход по ним, поэтому я примахиваюсь и попадаю точно в тот волос, который у меня намечен. Это очень важно, чтобы каждый волосок хорошо зажил. Работая семерочкой, здесь сложность в том, что вы всегда должны контролировать именно наклон игл, чтобы они рисовали тонко. Не скажу, что быстрее, чем единичкой. Может, конечно, мне пока так кажется, потому что я не набила руку в работе семеркой. Но пока, мне кажется, единичкой удобнее. Посмотрим, что будет дальше. Но, в принципе, каждый волосок очень тоненько прорисовывается. Прям они такие тонюсенькие-тонюсенькие получаются. И действительно чем-то похоже на микроблейдинг. Вот я уже по ощущениям как будто стала быстрее делать, немного приноровилась. Все-таки, как и всегда, дело практики. Конечно, работая первый раз, кажется, что сложнее, но на самом-то деле ничего сложного нет. Есть определенные нюансы, но в том плане, что волосок получается тоньше и быстрее он ложится, это факт. Просто нужно, вот, как я вам сказала, выдерживать ровно иголочку, чтобы тонюсенькая линия получалась, и попадать прямо в нее. Все-таки тоньше получаются волоски. Ну, потому что не надо проходить 10 тысяч раз по миллиметрику, да, как единичкой мы проводим. Здесь так хоп-хоп стежками, и сразу благодаря вот этим 7 иголочкам сразу укладывается линия. Я дорабатываю каждый волосок, как обычно просматриваю, чтобы каждая линия была равномерно насыщена пигментом. И мы практически с вами закончили фиксировать эскизные волоски, волоски скелета. И сейчас я приступлю к фиксации второго ряда. Так, а вот тут чуть-чуть еще добавим, мы введем главный волос. Я зафиксировала эти волоски, начинаю прорисовывать второй ряд. Тут движение чуть-чуть поразмашистее, в отличие от прорисовки единичкой, потому что здесь иголок побольше, и нам уже не нужно так долго-долго топтаться на одном месте.
Я сделала первый проход второго ряда, вот они у меня очень светлые пока, я все еще боюсь нажимать незнакомой мне иглой, боюсь засадить, лучше побольше раз обведу. Сейчас они немножко подпроявятся, и я буду обводить второй рядок. Вот так вот подтекает немножко у меня пигмент там, где есть волоски. Если такое у вас происходит во время процедуры, не пугайтесь, это нормально, потому что у меня здесь очень маленький вылет, и, соответственно, иголочка цепляется о волоски, задевает, и получается кляксочка. Ну, просто обходите это место стороной, потом обведете. Не нужно рисовать там, где вы не видите, куда вести линию. Но вообще я стараюсь раздвигать волоски, чтобы они мне не мешали, чтобы линия получалась четенькая, как можно быстрее. Я обвожу второй ряд, довожу волосочки до идеала, чтобы они были насыщенные, и сразу же прорисовываю третий ряд, чтобы не растягивать процедуру. Так ход работы идет быстрее. Обычно я объединяю второй и третий ряды. Я обвела практически все волоски, и сейчас я добавлю немножко густоты в те места, где у меня явно они отсутствуют. И, конечно, я смотрю уже на ту бровку, которую мы еще не сделали. Здесь у нас головка насыщенная своими волосками, а здесь совершенно пустая. И чтобы все-таки по заживлению выглядело примерно одинаково, я здесь должна сделать волосков чуть побольше, чуть поярче, чуть погуще. Ну и закрасить вот этот переход. Чтобы этот переход не бросался в глаза, мне нужно сделать вот в этом месте, как раз в переходной части, чуть поплотнее волоски, чуть погуще, поярче. Поэтому я сейчас обведу их и, возможно, добавлю еще чуть-чуть пушочка. Я уже закончила, можно сказать, всю бровку. И сейчас добавляю такой пушковый волосок, чтобы бровки получились еще более натуральные. Довожу до идеала, вывожу немного пониже волоски, которые хочется еще вытянуть. И вот таким штришочком
быстрым. Добавляю пушок по нижней границе, по верхней, на головке брови. Эти волоски, они будут такие бесцветные, можно сказать, но они как раз и придадут вот эту натуральность и объем. Некрасиво, когда все волоски нарисованы одинаковыми линиями, поэтому лучше в своей работе чередовать, добавлять вот этот пушок в конце. Кстати, семеркой действительно как будто быстрее рисовать, просто нужно приноровиться. Но единственное, что могу сказать, именно в местах сплетений и затемнений удобнее прорисовывать единичкой. Поэтому, скорее всего, сейчас, когда я дорисую бровь, я возьму единичку и немножечко добавлю в серединке яркости. Яркости мы добавляем цветом потемнее. Если брать из палитры Ханафи, я возьму номер 4. Это у них темный оттенок, но он достаточно прохладный. Его нужно обязательно подцеплять корректором. Тем более учитывая то, что у моей клиентки холодная кожа. И учитывая то, что мы рисуем волоски, они заживают всегда чуть холоднее. Не боимся распушать, не боимся делать чуть шире бровь, потому что мы знаем, что вот этот пушковый волосок, вот эта легкая линия, она будет, можно сказать, бесцветная. В серединке хочется еще проработать, чтобы именно с серединки очень хорошо читался акцент. Красиво, когда волоски как бы собираются все в серединку, как в пучок, и расходятся, да, из серединки в более светлые окончания. И все-таки я решила взять единичку и добавить чуть-чуть яркости акцента в серединке, ну и пушковых волосков на головке. У меня эта же фирма, картриджи Matrix Pro Nano. Совсем недавно я их приобрела, пока что изучаю, пробую. И сейчас как раз попробуем, как они себя ведут на волосках. Ох, моя привычная единичка, как я по тебе скучала. И на самом деле семеркой тоже классно делать, просто надо привыкнуть. Чуть-чуть добавлю пушка. Чуть пониже выпустим вот эти волоски. Единичкой получается все-таки более деликатно прорабатывать вот такие мелкие сплетения, добавлять какую-то вот такую мелочевку, тонкие волоски, маленькие пушковые. В принципе, можно даже работать двумя иглами и основной скелет прорисовывать семеркой, а в самом конце добавлять пушка. Доводить до идеала и затемнять серединку, чем мы сейчас и занимаемся. Мы закончили первую бровку, ну и по традиции я пересаживаюсь на вторую бровку, и мы немножко ускорим процесс, чтобы не отнимать ваше время, потому что технически я выполняю все то же самое, что и на первой бровке.
Мы закончили процедуру, вы видите на экранах сейчас окончательный результат. Ну что я могу сказать, мне очень понравилось работать с семеркой, и действительно работа шла в разы быстрее. Я желаю вам попробовать и тем, и выбрать для себя что-то свое. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!